Ричард овдовел после того, как потерял свою прекрасную жену Меган. Похоронив ее, мужчина был опустошен и совсем одинок. Всю свою жизнь он любил свою жену и жил ради нее. Вместе они наслаждались обществом друг друга и путешествовали по разным городам Канады. У пары не было детей, поэтому у них никогда не возникало острой необходимости оставаться дома. Однако, прожив в браке несколько лет, они решили, что пришло время стать родителями. Но этот процесс оказался не таким простым, как они ожидали. После 11 месяцев безуспешных попыток, Меган так и не смогла забеременеть. Поэтому они решили отправиться в больницу на обследование. После того, как были опубликованы результаты, Меган встретила своего мужа у дверей больницы, держа папку в дрожащих руках. Она сказала: «Знаешь, Ричард, ты можешь делать все, что захочешь. Я просто не имею права тебя удерживать», — сказала она, и слезы потекли по ее щекам. Ричард был сбит с толку и спросил жену, что происходит. «Дело в том, что я не могу подарить тебе ребенка», — сказала Меган и в отчаянии отвернулась. Мужчина потерял дар речи, поскольку это было не то, что он хотел услышать. Оправившись от первоначального шока, он обнял жену и сказал: «Забудь об этом. Я готов признать, что такова наша судьба. Пока у меня есть ты, я счастлив». С того дня они больше не возвращались к этому разговору. Они больше не беспокоились о том, чтобы завести детей. Скорее всего, они жили для себя и наслаждались своей жизнью в течение многих лет. Когда Меган было за 60, они с мужем отправились в одну из своих длительных поездок в другой город. К сожалению, через несколько дней у женщины начался сильный кашель. Но что с ней могло быть не так? Ричард подумал, что это может быть аллергическая реакция. У его жены была аллергия на кошек, а у одного из соседей по дому, который они снимали, была кошка с котятами. Поэтому они вернулись в свой дом в Торонто, где не было никаких животных. Однако здоровье Меган не улучшилось. 2 дня спустя Ричард отвез свою жену в больницу. Когда они приехали туда, главный врач покачал головой и сказал, что у его жены развелось заболевание, называемое саркомой. Саркома – это тип рака, который начинается в костях и мягких тканях тела. Болезнь быстро распространилась, и врачи ничего не смогли сделать, чтобы спасти Меган. Неделю спустя она скончалась в больнице. Разбитый горем, Ричард не знал, как жить без женщины, которую любил большую часть своей жизни. После ее похорон он остался совсем один, живя в доме, который они построили вместе. Сейчас ему было за 70, и он уже был на пенсии. Однажды холодным вечером он разбирал бумаги и увидел ту самую папку, которую держала в руках его жена в тот день, когда узнала, что не может иметь ребенка. На протяжении многих лет он не заглядывал туда и не знал, что было внутри. Ричард не мог понять, почему его жена сохранила это досье. Из любопытства он заглянул внутрь и был потрясен тем, что обнаружил. Видите ли, оказалось, что Меган не была бесплодной. Это у Ричарда были проблемы со здоровьем. Сначала он разозлился, что она скрыла от него правду. Как она могла солгать ему? Несколько мгновений спустя он заплакал, осознав, что лишил ее права быть матерью. Если бы только она поговорила со мной, мы могли бы найти выход. Мы могли бы усыновить ребенка или попробовать искусственное оплодотворение, сказал пожилой мужчина, безостановочно плача. Однако Ричард простил ее и каждое утро ходил на ее могилу. Там он поливал цветы и убирал могилу. Без всякой особой причины он находил в этом удовольствие. Однажды утром старик решил пройтись по всему кладбищу. Старик терпеливо рассматривал разные надгробия и представлял, какими были эти люди при жизни. Внезапно он остановился у одной из свежих могил. Обычно свежие могилы покрывали цветами скорбящие родственники и друзья. Однако на этой могиле не было цветов. На ней был просто деревянный крест и выгравированное карандашом имя Элла Робертс, написанное без указания даты. «Привет, Элла. Интересно, какая ты была при жизни и сколько тебе было лет», сказал пожилой мужчина сам себе. Внезапно он услышал какой-то звук из-под земли. Сначала он не понял, откуда он доносится. Он огляделся, но вокруг никого не было.
Именно в этот момент он понял, что скрежещущий звук доносится из-под той свежей могилы. Вздрогнув, он снова огляделся и обнаружил неподалеку брошенную старую лопату. Старик поднял ее и начал копать. По мере того, как он продолжал копать, крик становился громче. Как только Ричард открыл гроб, он в шоке отбросил лопату. Прямо перед ним была пожилая женщина, а рядом с ней лежали двое маленьких детей, мальчик и девочка. Оба младенца плакали и едва дышали. Дрожащими руками старик отнес младенцев в полицию. Оказалось, что пожилая женщина в гробу Элла Роберт – известная личность в округе. Сотрудники полиции сообщили, что женщина умерла совсем недавно. Но как же дети? И как получилось, что их похоронили вместе с ней? Перед смертью Элла жила со своей внучкой Стеллой. Мать девочки скончалась во время родов, и у ребенка не было отца. Соседи думали, что Элла отправит ребенка в детский дом, но вместо этого она вырастила девочку как своего ребенка. К сожалению, Стелла стала в точности похожа на свою мать, как внешне, так и поведением. Вскоре молодая девушка начала встречаться с мужчинами намного старше ее. Она забеременела, и Элле стало трудно ухаживать за девочкой. Пожилая женщина уже была очень больна и через несколько недель скончалась. Через несколько дней после смерти бабушки Стелла родила близнецов, но в тот период своей жизни она не хотела иметь детей. Более того, она не могла о них заботиться. У Стеллы было мало денег, и она едва могла позволить себе самый дешевый гроб для похорон своей бабушки. Поэтому, выписавшись из больницы, Стелла отправилась на кладбище и раскопала бабушкину могилу. Она положила детей рядом с бабушкой и похоронила. Затем Стелла переехала в другой город, чтобы начать новую жизнь. Ричард не мог поверить во все, что произошло. Хотя Стеллу нашли и посадили за решетку, старик не мог выбросить близнецов из головы, поэтому продолжал навещать их в приюте. Во время одного из его визитов дежурная медсестра сказала ему: «Вы очень любите этих малышей. Я не думаю, что кто-то сможет любить их так, как вы. Вы для них как ангел-хранитель, и им повезло, что вы у них есть. Я не могу представить себе никого, кто мог бы стать им лучшими родителями, так почему бы вам просто не усыновить их?» Несколько дней спустя Ричард решился и усыновил детей. Теперь у него двое очаровательных малышей, и у них все хорошо. Старик стал реже ходить на кладбище и заботился о детях изо всех сил. Возможно, они и не были связаны кровными узами, но Ричард любил близнецов так же сильно, как любил бы своих собственных детей. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.